Ну что, дорогие, мы добрались до декабря этого года, и этот месяц, он по классике всегда, хоть и напряженный, но интересный, хоть мы прикладываем много сил и стараний для организации праздника, застольев, для того, чтобы перейти этот рубеж и перейти в Новый год, да, но все равно этот месяц на подкорочке у нас остается как интересный, радостный, праздничный месяц, когда мы прям радуемся, да, то есть все эти детские эмоции с подкорки прям у нас все всегда нас посещают, да, мы встречаемся с родственниками, мы встречаемся с близкими, и за это мы хотим всегда сказать декабрю спасибо, да, поэтому говорим спасибо, что мы здесь, что мы добрались до декабря, и этот месяц не будет тяжелым на события, нет, но этот месяц несет определенные сложности и трудности, о которых я сейчас и расскажу. Да, дорогие, в декабре у нас с вами на небе 3 планеты разворачиваются. Первая неделя декабря – это Нептун. Он разворачивается из ретроградного движения, и он идет в своем правильном директном направлении, да, поэтому все, что связано с международными, с заграничными поездками и проектами, начнет барахлить, начнет работать в прямом смысле не так, как хочется, но запаситесь терпением, во второй неделе декабря все изменится. Но после, во второй неделе декабря начнет уже фонить ретроградный Меркурий. Да, ретроградный Меркурий у нас начнется с 12 декабря и продлится аж до первую неделю января. Поэтому, дорогие, декабрь у нас с ретроградным Меркурием, и уже во второй неделе декабря мы будем чувствовать это напряжение, будем чувствовать, как начинают барахлить люди, как начинает сбоить коммуникация, доставки, поставки. Люди будут нарушать договора, будут нарушать свои данные обещания, поэтому отслеживайте все то, что вы подписывали, потому что Сатурн, планета, которая отвечает за обязанности и за ответственность, у нас идет с вами в прямом директном положении, да, поэтому терпение у нас хоть отбавляй, мы понимаем, что если где-то загвоздка, необходимо ее решить, и на это есть силы, да. Поэтому не нужно впадать вот в такое состояние ах, что-то случилось не так, да. Отслеживайте и понимаете. Еще цикл планет в конце декабря, в финальных его числах с 27-28 начнет барахлить уже, конечно, Юпитер. Но мы очень сильно ждем, чтобы он наконец-таки начал барахлить. Он из ретроградного движения поворачивается в директное, да, и поэтому с начала января нас ждет абсолютная удача, счастье, подкованность, прекрасные покупки, долгоиграющие проекты и очень много других новых плюшек, за что отвечает Юпитер на самом деле. И все те вопросы, которые были связаны, мы не могли разобраться в эти 5 месяцев. Да, мои дорогие, поэтому не переживаем, все хорошо с Юпитером. Но тем самым декабрь будет сложноватым. Конечно же, да, 3 планеты разворачиваются, плюс уходящий год, месяц последний уходящего года, да, что накладывает на этот месяц автоматически у нас много ожиданий, да, мы все ждем от декабря много возможностей, мы все в этой гонке бежим и торопимся. Кстати, не сильно быстро бегите, почему? Потому что ретроградный Меркурий последние 2 недели, да, 2,5, я бы так сказала. Плюс еще все-таки у нас ретроградный Уран, который тоже отвечает за технику, который у нас тоже отвечает за передвижение, за движение за рулем в том числе. Месяц обещает быть травмоопасным, травматичным, поэтому, мои дорогие, будьте аккуратны на дорогах, будьте аккуратны со своим кругом общения, ближайшие контакты, коммуникация. Уран сильнее Меркурия, еще раз говорю, да, Меркурий отвечает вот просто вот за бытовые такие мелкие вопросы, за документы, за попирки, за покупки, то есть вот такое мелкая бытовая техника. Уран, конечно же, очень сильно мощный, да, и он по-прежнему в ретроградном движении до конца января, он будет в ретроградном движении. Поэтому, пожалуйста, здесь внимательнее за рулем, со всеми словами и данными обещаниями, которые вы
делайте, потому что захочется все равно вспылить, потому что Марс, дорогие друзья, будет, я так хочу сказать, да, весь месяц управитель, да, дорогие овны, ваш, он как раз-таки в начале месяца, первую неделю он в соединении с Солнцем, что будет давать такую очень мощную агрессию, будет давать такую претензию на то, что что-то не получилось. Когда будет не получаться, будет происходить и случаться такая аритмия, поэтому здесь, мои дорогие, будьте, пожалуйста, аккуратнее в своих действиях. Разрядить мощную обстановку, стресс снять. Агрессия, конечно же, это танцы, это спорт, это секс, это развлечения, которые задействуют очень много вашей физической энергии. Да, дорогие овны, расслабляйтесь, сбрасывайте физические эмоции свои, да, сходите на бокс, на какую-нибудь мощную секцию для того, чтобы прям вот эту злость там выплеснуть. Потому что первая неделя декабря будет напряженная, Марс в соединении с Солнцем, да, во второй неделе станет полегче, но, мои дорогие, что хочу сказать, после того, как развернется у нас Меркурий, да, он попятится как раз таки и соединится с Марсом. И последняя неделя декабря будет очень нервная. Марс в соединении с ретроградным Меркурием. Все это добро находится в Стрельце. Конечно же, будет очень много претензий, будет очень много эмоций. И все эти сорванные планы, которые не получилось выполнить, ну, они будут, конечно, главной темой на новогоднем застолье, главной темой в празднике. Поэтому здесь, пожалуйста, аккуратнее со всеми теми словами, которые говорите, со всеми действиями, потому что вы поругаться успеете всегда. Буквально пройдет время, и вы забудете, придет январь, и все начнет налаживаться, и вы скажете, что тогда нашло? Вот так оно и бывает, да, проходит вот этот вот пик на небе, и мне даже часто говорят, как будто наваждение какое-то, оно такое бывает, тем более все к одному. Декабрь, уходящий год, у нас всегда очень много ожиданий, мы всегда требуем от себя выносливости, да, но выносливость-то она с нами будет, да, у нас как раз-таки Сатурн работает, все как надо, четко, правда, не будет быстрых скачков, да, но будет планомерная деятельность. Поэтому здесь, мои дорогие, принимайте решения с холодным отношением, да, с холодным рассудком, для того, чтобы не напылить и не наломать дров. Вообще, дорогие мои овны, скажу вам, что месяц для вас будет одним из сложных, да? Месяц, который завершает этот год, не будет таким радужным, не будет таким прекрасным, потому что очень много вы затратите именно эмоциональных сил, да? Конечно же, у вас эмоциональные силы зависят и от, конечно же, физических ваших возможностей, да? Но очень много энергии вы будете излучать, и очень много дел будет не все получаться. Конечно же, вам захочется, чтобы получилось все, но этот месяц, я бы так сказала, будет очень большого выхлота эмоций и сил, но с минимальными возможностями, я бы так сказала, да, не все получится, но и не так, что не стоит за это браться, то есть те дела, за которые возьметесь сейчас, они примут свое продолжение уже, получается, в январе, да, следующего года, поэтому когда, естественно, ретроградный Меркурий уйдет, развернется и все будет хорошо. А так этот месяц, конечно же, заставит поволноваться, повозиться, побегать, да, поагрессировать. И здесь, конечно, что? И первая неделя декабря, и последняя неделя декабря, да, уходящего года, как раз-таки, она будет такой очень сложной, эмоционально, физически напряженной. Поэтому, дорогие, если вы хотите что-то планировать, планируйте это в середине месяца, да, то есть это вторая и третья неделя декабря. Здесь, как говорится, и ваш управитель Марс будет в таком хорошем, хотя бы вот он просто будет стоять один, без каких-либо аспектов, без каких-либо напряжений, да, и уже уйдет как раз-таки квадратура с Лилит, и те моменты, которые вы будете проживать в середине месяца, как раз-таки будут способствовать развитию ваших кармических задач. Я бы так сказала,
сказала, месяц для вас такой, для осмысления. Конечно, захочется заработать прибыль, увеличить свое финансовое такое состояние и могущество, да, но явно в первой неделе декабря это будет сделать, я бы так сказала, сложновато. Проекты, работа будет идти очень тяжело. Очень тяжело будут идти как и легкие, как и сложные, любые вообще дела. Они будут вот прям вот не спориться, да. Со второй недели декабря будет как-то получше. Будет получше, но все-таки здесь не вкладывайтесь финансово, не вкладывайтесь, не инвестируйте, вкладывайтесь только в то уверенное, во что вы понимаете. Не пылите деньгами, потому что захочется деньгами все-таки попылить, показать, вот я вот такой интересный, я вот такой вот красивый, непредсказуемый, но не стоит этого делать, да, потому что можно вложиться, я бы так сказала, не туда. В целом, вторая и третья неделя очень хороши для бизнеса, для работы, для того, чтобы сделать что-то, что вы всегда хотели, что-то внедрить. Особенно, смотрите, у нас грядет ретроградный Меркурий, и вторая и третья неделя декабря, если вы будете что-то начинать, то начинайте те дела, которые вы начинали ранее, но вы их забросили, они у вас не получались. То есть старые дела и проекты в ретроградный Меркурий самое прекрасное время продолжать, да. Начали вы их когда-то давно, то есть это какие-то старые неудавшиеся проекты, да, раз они не получили такого продолжения, да. Поэтому, если вы хотите, чтобы вот они у вас наконец удались, начинайте в ретроградный Меркурий, да. Это хорошее время, особенно если это творческие проекты. Творческие проекты хорошо, но последняя неделя декабря с творческими проектами будет не очень, да, квадратура Марс-Нептун вообще в принципе либо будет работаться по вдохновению, да, либо вообще не захочется работать, нападет такая лень, грусть, печаль и тоска, поэтому подытожу, если работать в делах, да, то вторая неделя уходящего лунного цикла и первая неделя нового лунного цикла, то есть это по датам, да, то есть это с 7 декабря и я открывала 20, да, по 20 декабря прекрасное время, несмотря на то, что там уже ретроградный Меркурий наступил, да, несмотря на это, прекрасное время для работы, для такой стабильной работы, для того, чтобы старые проекты внедрить в жизнь, да, внедрить что-то, нечто творческое, нечто интересное. Охватит вдохновение в последней неделе декабря, это прекрасно, но бывает, что не охватывает, хочется залениться, тогда позвольте себе отдохнуть. Скажу так, что звезд с небес не получится схватить, потому что Марс будет в квадратуре с Нептуном, и это такая история, Нептун разгоняется, да, и будет очень много у него мощи, лени и вот такой силы, энергии, поэтому все творческие проекты, конечно же, если вы работаете в творчестве, будут продолжаться, будет хорошо с ними, заграничные тоже, но еще раз говорю, велика вероятность залениться, особенно если вы работаете там с Европой, с Америкой, да, то, естественно, там уже понимаете, стройте планы, что с 23-24 декабря они уходят на праздники, поэтому планируйте свое время заранее и отдыхайте, когда планеты дают время для отдыха. В любовной сфере месяц, конечно же, неоднозначный. Первая неделя декабря будут претензии, будут волнения с партнером, будут недоговоренности, захочется прям вспылить. Я бы так сказала, наладить такую власть, да, для того, чтобы выстроить такие ролевые игры в подчинении в партнерстве, да, захочется применить даже силу, я бы так сказала, эмоциональную, духовную, как угодно называйте, но здесь момент того, что первая неделя декабря, она будет такая сложная в партнерстве, да, поэтому здесь не пылите, не ругайтесь, пройдет это время и будет все хорошо.
Еще один такой очень сложный момент, на который стоит обратить внимание, это, конечно же, в третьей неделе декабря Венера будет в оппозиции с Ураном. Но здесь, я думаю, на фоне эмоциональных всех переживаний уходящего года всего захочется обнулиться, захочется начать с чистого листа. Не пылите, не переживайте. Буквально на несколько дней на небе будет эта оппозиция, и все потом будет хорошо, да. Уже к 30-31 декабря все эти эмоции улетучатся и будет прекрасное состояние. Ну, конечно же, те, кто поругаются, поймут, что отношения – это труд и начнут трудиться, но все же все те, кто не перейдет на эмоциональную сторону своих отношений, да, все те, кто будут преследовать только материальный контекст, будет сложновато. Вот если вы наконец-то поймете, дорогие овны, что в отношениях необходимо все-таки трудиться, что просто так не бывает ничего, то здесь, конечно же, вас ждет много плюшек, и все эти прекрасные истории, которые романтика и приключения совместные, да, это, конечно же, с вами будет случаться, да, поэтому, дорогие овны, любовная сфера, я бы так сказала, есть небольшие моменты, на которые стоит заострить внимание, но не критично. Если вы имеете терпение, то в декабре все сложится очень даже хорошо. Дорогие овны, вот такой интересный, неоднозначный и, казалось бы, сложный или простой для кого-то месяц, но это месяц уходящего года, месяц, когда мы подводим итоги своим действиям, да, и я вас прошу, в этом декабре подведите итоги, итоги всего того, что вы сделали в работе, в жизни, в личной жизни, в отношении с детьми, в отношении с семьей, чего вы достигли, чего вы хотите получить, да, подведите этот итог. Почему? Потому что месяц на самом деле он сложный месяц, который несет очень много ожиданий, и не факт, что он принесет все то, что вы хотите, да. Следом за этим месяцем мы вступаем в полноправный, мощный и интересный високосный год. Это год, который всегда приносит очень много событий, приятных и не очень. Но, как говорится, без плохих дней мы не видим хорошие, да, поэтому, мои дорогие и любимые овны, подведите итоги честно. Честно будьте перед самими собой, да, для того, чтобы потом не сожалеть, не очаровываться, чтобы не было больно снимать розовые очки, для того, чтобы для кого-то не были эти переживания напрасны. Я желаю вам потрясающего декабря, я надеюсь, у вас получится все то, что вы запланировали, или вы хотя бы продвинетесь в том самом направлении, куда вы идете. Спасибо, дорогие, что досмотрели это видео до конца, и увидимся с вами в следующем ролике.